На окраине тихого прибрежного городка под названием Силвер-Холлоу, в доме с облупленной краской и флагом над крыльцом, жил старик по имени Уолтер, ветеран. Седой, с прямой спиной, с выцветшими татуировками на предплечьях, которые остались от давно минувшей войны. Каждое утро он выходил на крыльцо, кормил голубей и слушал радио на старой волне, где все еще звучали марши, напоминавшие о тех временах, когда все было понятно, где враг, где товарищ, где дом. Он жил один. Жена умерла десятилетием раньше, а сын не возвращался с того дня, как пошел по собственному пути. Соседи уважали Уолтера, но мало кто общался, он не был грубым, просто тихим. Однажды, ранним осенним вечером, кто-то позвонил в полицию. Незнакомец, проезжавший мимо, увидел, как в окне Уолтера отражается мужчина с ружьем. Паника, тревога в наше время достаточно лишь тени, чтобы вызвать цепную реакцию. Патруль прибыл быстро. Молодой офицер по имени Джейк совсем недавно из академии получил приказ проверить дом. Он подошел сзади, крадучись по листве. Сквозь стекло он увидел фигуру. Уолтер стоял у старинного шкафа, в руках действительно было оружие. Винтовка времен Второй мировой. Джейк не стал раздумывать. Он выскочил из укрытия и, дрожащими руками, наставил пистолет через приоткрытую дверь. На мгновение все застыло. Ветеран повернулся медленно, с тем же спокойствием, с каким когда-то смотрел в лицо смерти. Его глаза встретились с глазами юного офицера. Винтовка упала на пол, но взгляд старика был не испуганным, не удивленным, он был печальным. Прошло 5 минут. За это короткое время Джейк успел заметить фотографию на стене: молодые солдаты в грязных шлемах. Уолтер среди них, улыбается. В углу флаг, сложенный в треугольник. На полке письмо, пожелтевшее от времени. Он понял, это была не угроза, это была память. Уолтер поднял упавшую винтовку, подошел к офицеру и протянул ее, как реликвию. Джейк не взял. Он просто опустил оружие и отвел взгляд, стыдясь собственной поспешности. Они не сказали ни слова, но Джейк остался еще на полчаса. Просто сел на крыльце рядом с Уолтером, пока небо темнело, а птицы прятались на ночь. С тех пор каждую пятницу он приходил снова. Не как полицейский, как человек, которому дали понять, что некоторые битвы не заканчиваются выстрелом, а только пониманием. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.